О, весна! Без конца и без края, без конца и без края мечта. Узнаю тебя, жизнь, принимаю и приветствую звоном щита. Ну, я уверена, что это стихотворение написал Александр Блок, но я могу ошибаться, напишите в комментариях, если это не так. Но вдохновляющие стихи, правда? Мы гадаем льву на апрель. Весна продолжается, друзья, жизнь продолжается. Месяц необычный, потому что два новолуния, дважды родится новая луна в одном месяце. Редко же такое бывает, да? С каждой новой луной приходит к нам новая жизнь, новые планы, новые возможности. И за апрель такое счастье нас аж дважды посетит. Новолуние 1 апреля и 30 апреля. Причем 30 апреля новолуние к нам явится с частным солнечным затмением на оси Телец-Скорпиона. Это денежная ось, друзья, в зодиаке. То есть 30 апреля и все, что рядом, поменяет нашу финансовую жизнь. Казалось бы, куда уж дальше. Ну, такой месяц. Я объявляла референдум в духе времени в Телеграме и в Инстаграме. Просила голосовать за новые карты. Какой знак выбирает какие карты. Но я так поняла, что львы почти единодушно выбрали себе для гадания на апрель вот эту новую колоду Таро Напо. Угу. Ну, хорошие, да, хорошие, качественные карты. В Италии все отпечатано. А я вам хочу пожелать, какое-то затяжное вступление у меня, как всегда. Но я хочу вам пожелать, дорогие львы, естественно, успешного, счастливого, светлого, теплого или хотя бы спокойного апреля. Пусть апрель станет лучше марта. И ну, всего вам желаю. Любви, там, здоровья, денег побольше. Я уверена, что так и будет. Итак, Таро Напо. Вот так вот они выглядят. Конечно, это классическая традиция Таро. То есть здесь ничего принципиально нового не будет. Но принципиально новые иллюстрации. 3 карты львам достаю на работу. Раз. 2 и 3. А в категории работа львам выпадают рыцарь жезлов, паж все тех же жезлов, очень хорошо, это местная масть, а также карта пятерка кубков. Пятерка кубков, да. Ну, знаете, в общем, это неплохой набор, потому что последовательно. Рыцарь жезлов обозначает как раз-таки работу, которая делается, или это новая работа, может быть, которая к вам придет, явится, новое какое-то занятие, новый проект в бизнесе, возможно, что-то такое. А карта эта очень активная, она обещает новости, новых людей, силу в руках, какой-то новый энтузиазм, возможность подключиться к потокам каким-то профессиональным, знаете, деятельным. То есть это карта страсти, в данном случае это ваша страсть к работе. То есть будет в вашей жизни в апреле дело, которое по-настоящему интересует и ради которого вы с удовольствием утром просыпаетесь и не бежите от будильника, да. Вот, новую работу, я уже сказала, очень-очень даже может быть. Вот такие крупные жезлы приходят к нам всегда с некоторым риском и спешкой. То есть рыцарь жезла говорит, на возможности, на предложение нужно будет как-то срочно соглашаться. Ну и вообще иметь в сердце изначально искру, некий жар души для того, чтобы говорить судьбе, да, вот только что я вам рассказала, да, узнаю тебя, жизнь, принимаю. То
есть вот с такими картами, с такими крупными жезлами надо именно принимать, заранее быть готовыми все вот это принять. Перемены ли это такие обязательные по судьбе? Да нет, пожалуй, что нет. Крупные жезлы чаще описывают продолжение или вдохновение какое-то после остановки. То есть это возможность заново влюбиться в собственную работу, в собственные должностные обязанности. Паж жезлов несколько обновляет всю эту картину. Пажи – это в буквальном смысле новости. Это письмо, телеграмма, какой-то приказ кадровой службы, приказ от вашего руководителя о назначении, возможно, вас на новую должность не слишком высокую. Для этого и покрупнее карты нужны. Но тем не менее, это отличные новости о карьере, это больше ответственности, больше контактов. И опять же, посланник, да, паж жезлов, все пажи чего-то посланники, засланники такие. Паж жезлов – это именно посланник работы. То есть, ну, если у вас ручки чешутся и вы рветесь в бой, то будет возможность очень хорошо поработать как раз. Новая работа, письмо, приглашение новой работы. И, к сожалению, карта называется здесь, я все пыталась прочитать, фрустрация. Ну, понятно, да, пятерка кубков несколько депрессивная, знаете, фрустрация, ну, депрессия. Вот. В каком-то какая-то растерянность вас ждет в связи с этим. Но пятерка в связи с вашими делами, в связи с работой, да. Вот. Но пятерка кубков всегда спешит только лишь предупредить. Она говорит, что вы разочаруетесь или что-то недополучите, о чем-то пожалеете на работе, но это будет очень напрасное чувство и очень временное, и очень скоро все пройдет само собой. То есть здесь прямо вот буквально знаете, вопрос одного дня. Острое разочарование, и ручки опустились. Ну, львы, знаете, народ горячий. Как все огненные люди, вы умеете разочаровываться и выглядеть разочарованными. И отчасти, может, это манипуляция бывает, чтобы вас поутешали, чтобы кто-то о вас позаботился. А пятерка кубков говорит, что разочарованием своим не верьте, утрат не будет на самом деле. Вы просто будете думать, что это... как бы это надуманные, да, надуманные такие вот разочарования. Поэтому, ну что, работа, еще раз работа, весело, сжигательно, мощно. А слезам не верьте. Как известно, нашим слезам никто не верит, даже города большие. Ну и вы тоже своим слезам не верите. Хорошее время, чтобы поработать, отличиться возможно, кстати. Вот эти крупные жезлы еще и какую-то гордость с собой несут. Лучше других выбиться, там, победить в социалистическом соревновании. Или капиталистическом, неважно, ну все равно. Теперь деньги. Очень-очень многих, я думаю, сейчас беспокоит вопрос, как сложится именно финансовая жизнь в апреле, правда? Уже в духе времени. Итак, львы, ваши деньги. Будьте внимательны, следите за руками. Раз. Хорошо. Два. 3, еще лучше. Кто-то скажет, ну вот, новая колода, новые карты, одна за другой выпадают. Но это не меняет дело. Во-первых, я при вас эти карты перемешивала и перемешиваю, да. А во-вторых, ну, как карта легла, понимаете, тому, значит, и надо верить. В категории деньги львам достаются спокойная, уверенная девятка кубков, счастливая десятка кубков и, увы, такая уходящая, несколько травмирующая восьмерка кубков. Видите, что на работе, что в деньгах. Вот заметьте, да, потом будет очень интересно пронаблюдать этот сценарий. Может быть, вы вспомните, напишите в комментариях.
какому-нибудь потом уже современному видео, что вон оно оказывается. Видите, у вас начинается все за здравие, что с работой, что с деньгами, а потом уходит куда-то все не туда. И это скорее, да, совет, это предупреждение, предостережение, когда все хорошо и когда вы полны надежд, планов и сил, умейте и чуть-чуть себя придерживать, чуть-чуть себя притормозить, потому что, не знаю, может быть, чрезмерная очарованность происходящим неизбежно влечет за собой какие-то и разочарования. Мне кажется, на эмоциональном уровне это так можно объяснить эту историю. И вот у вас с деньгами что получается? 9 кубков. Изобилие. Карта описывает прям изобилие. То есть это достаточные деньги, достаточные и вовремя полученные, и выплаченные. Ну, по 9 кубков вы празднуете, наслаждаетесь жизнью и буквально купаетесь как сыр в масле. 9 кубков описывает, одновременно предсказывает и советует нерациональные траты. Вот представьте, то есть денег будет настолько много, что вы сможете их тратить без счета на капризы, на какие-то свои или чужие. Вот. И эта же карта советует к деньгам достаточно легко относиться. Это не перемены в вашем кошельке, в вашей финансовой жизни. Это скорее, такое поддержание полного какого-то горшочка, поддержание изобилия. Рядом 10 кубков, логично очень 9 эту продолжает, да? Потому что она описывает те же деньги, но только здесь их становится больше, уже до такой степени, что просто изобилие, видите, превращается в счастье. Мы здесь видим классический пример перехода количества в качество, знаменитый физический закон, да? То есть, когда есть достаточно денег, это просто хорошо. Но истинное счастье приходит, когда их чуть больше, чем надо, чуть больше, чем много. Вот, поэтому, собственно, тема продолжается. Полученные деньги, достаточные деньги. Кстати, карта очень эмоциональная, они описывают отличные денежные контакты. То есть это возможность и помириться с кем-то, а может быть и найти новых друзей, встретить своих. Вот как раз на какой-то такой вот денежной или около денежной почве. Вот. И 8 кубков, тоже здесь немножко предупреждает. Она говорит, что она тоже слегка депрессивная. Она говорит, что от какой-то части финансовых планов все равно придется отказаться. Интересно, что они вот так расположились. Они же могли бы лечь иначе, да, в другом каком-то порядке. 8 кубков говорит о... Вместе карты говорят, что вы не будете нуждаться, деньги придут очень даже достаточно вовремя, даже не придется их особо считать или экономить. Однако вот это вот как тенью скользнет что-то. Отказ от прежних планов, отказ от какой-то покупки, может быть, а может быть вам откажут где-то, знаете, везде выплатят деньги. Представьте, да, вот везде вам выплатили деньги, не знаю, заказчики за работу, банки, какие-то компании, дивиденды, что там еще может быть, долги, может быть, вам вернули все. А вот один кто-то не вернул. И купили вы все. Всем сестрам по серьгам. Да? На все хватило. А вот на одно что-то не хватило. То есть, вот знаете, такая, может быть, ложка меда с бочкой дегтя. Но в целом карта очень эмоциональная. И описывают ваше счастье от того, что у вас денег много. Хотя сейчас много, это, наверное, просто больше, чем у других. Дальше, естественно, любовь. Не буду вас смущать напрасно, дорогие львы, но, конечно, апрель очень романтичный месяц. Да? Это месяц, когда все переодеваются, когда можно скидывать шубы, но не для всех, когда можно наконец-то
во всей красе предстать, да, не как чучело в пуховике, а вот с прической, без шапки, на каблуках, красивой обуви. Апрель, безусловно, преображающий. И вот это, мне кажется, 1 месяц в году, ну, это зависит тоже, конечно, от широты, да, вот где вы проживаете, но все-таки это вот единственный месяц в году, за который все очень-очень сильно меняется. Ну, грубо говоря, вот первое новолуние, вы будете, первое новолуние, 1 апреля, да, вы будете встречать точно в шубе. Ну, для многих, да, шуба будет, вот, в пальто, как минимум. А второе новолуние, 30 апреля, вы будете в шортах, правда? Вот этот короткий промежуток времени, всего лишь 30 дней, всегда дает нам полностью менять картину мира. Там еще 1 числа сугробы лежат, а 30 уже можно на пляж идти. Да. Поэтому теперь гадание на любовь. После такого вступления оптимистического моего для льва, задайте картам ваш вопрос. Что вы хотите узнать? Новые знакомства ждете? Или, может быть, хотите с кем-то помириться? Карты про все расскажут, а вы, задавая вопросы, сделайте гадание менее общим и более личным. 3 карты. 1, 2, 3. Как все серьезно, видите? 3 старших аркана. Карта справедливость, карта повешенная и карта колесо фортуны. Послушайте, как это звучит. Я про колесо, а не про повешенную, конечно. Карта справедливость. Не считается, правда, самой хорошей для именно любви, там, для любовных отношений, особенно в начале, потому что она такая, знаете, занудная, душная. Карта эти очень много рассказывает о правилах, о необходимости подчиняться каким-то чужим требованиям или, может быть, общественным нормам, какой-то общественной морали. Эта карта очень хорошая тем, кто ждет свадьбу, потому что она описывает буквально документы, всякие юридические правовые хлопоты, и в том числе и подписи в ЗАГСе, которые вы ставите. Кто-то с большим желанием, кто-то под давлением общественности. Это все не важно, но карта справедливость действительно очень-очень многим львам описывает близость свадьбы, законного официального бракосочетания. Отличное время, да, когда, как не в апреле, там немножко это у нас в этом году разойдется с церковным календарем, потому что Пасха только 24-го, ну, в конце концов, можно и после 24-го, да, в последнюю неделю месяца. Дальше, карта повешенная, логично, да, на карте повешенной всегда изображен несвободный человек со связанными руками и ногами. Ну, опытные зрительницы и зрители уже связали, да, значение карты тоже с тем же самым, с браком. Это узы, это обременение, это клятва, это жертва. Видите, опять вместе 2 карты сходятся и очень-очень-очень обращают наше внимание именно на брак, на вот такие вот вещи, очень-очень бумажные, какие-то юридические. Это бумаги. Не только сам брак, да, свидетельство о браке, это любые документы, которые брак сопровождают. Брачный договор, это может быть приобретенное совместно какое-то серьезное имущество. И вообще карты эти говорят или подсказывают, намекают, говорят: так, львы, к любви и любовным приключениям отнеситесь-ка посерьезнее. Ну-ка посерьезнее. Знаете, как учительница в школе говорит, посерьезнее там вообще-то. Вот. А именно романтических каких-то наслаждений и приключений, тем более карты мало здесь обещают. Но где-то же эти приключения должны быть. Не знаю, кстати, посмотрите, какая рубашка у этих карт. Что-то чем-то евросоюзовским отдает. Вот смотрите,
Колесо фортуны обещает самые-самые счастливые перемены. И вместе вот эти все три карты львам и львицам, как угодно, обещают очень скорый брак по судьбе. Совершенно неожиданно. Хотите вы этого или нет. Может быть, вы вообще еще туда не собираетесь. Может быть, вы и вовсе еще и с подходящим героем-то не знакомы. Почему нет? Если в одном месяце, может быть, два новолуния, почему за один месяц нельзя познакомиться с кем-то и уже договориться жениться? Мне кажется, вообще, честно говоря, мне кажется, что только так и должно быть. Я вот в эти все истории с ожиданиями, там каким-то присматриваниями вообще не верю. Ну ладно, не буду продолжать, потому что сейчас что-нибудь некорректное такое скажу. И лишу оптимизма просто многих, да, хотела сказать. Нет, я хотела сказать, если мужчина на третий день знакомства не ведет вас в ЗАГС, это не ваш мужчина. Это утверждение не лишено, поверьте. Опытные люди тоже подтвердят. Вот. Но тем не менее, вот такие вот карты, очень серьезные. То есть новое, если ваш вопрос про новое знакомство, то оно, конечно, очень даже будет. Колесо фортуны напрямую обещает новые любовные знакомства. И будет оно какое-то вот такое вот сразу уж очень серьезное, без, что ли, без приличного случаю веселья. Серьезные отношения, несколько жертвенные отношения, которые вас привяжут или привязывают. Вот так вот. Метаморфозы в любви. Но где же здесь сама любовь? Скажите мне. А любовь будет потом. Все самое интересное потом начнется. Ну и следующая тема. Это семья, ваша частная приватная жизнь, ваш дом и родственники. Также три карты. Раз, два и три. Но все-таки говорит в пользу того, что карты лежат в своем порядке. Я их не перемешала. Так и должно быть. В категории дома и недвижимое жилье львам достается девятка мечей, десятка мечей и восьмерка мечей. И вот видите, опять на дом обратите ваше пристальное внимание. Кстати, вот когда так много собираются в одном месте плохих негативных карт, это может быть, кстати, и неплохо. Это может быть даже хорошо. Это, знаете, как минус на минус дает плюс. Переживания, связанные с домом, вас ждут, дорогие львы. Очень сильные. Обоснованные или нет, это другой вопрос. Но девятка мечей говорит, что будет страх или будет повод, чего испугаться. То есть очень сильное переживание, внезапный испуг даже может быть связанный с домом, с какими-то, естественно, родственными делами и связями. Это могут быть переживания очень острые за кого-то из близких, родственников, там, не знаю, за ребенка, который неизвестно, поступит, не поступит, сдаст, не сдаст какие-нибудь экзамены. То есть тут выбор-то очень даже большой. Карта заранее предупреждает, что большинство страхов будут совершенно пустыми. Десятка мечей здесь рядом описывает настолько кризисную ситуацию у вас дома и в личных отношениях, настолько плохую, настолько переживательную, что это уже все вместе становится и хорошо, понимаете? Десятка мечей такая ужасная. Даже вот здесь совершенно, видите, как все очень схематично нарисовано, и то мы понимаем, что что-то здесь не то, потому что художник искусно подобрал самую депрессивную цветовую гамму. Но, тем не менее, десятка мечей – это
Она описывает конец черной полосы. То есть вам в связи с домом, с родственниками, с отношениями, с недвижимостью, дорогами, кстати, предстоит пережить какой-то, ну вот настолько отчаянный кризис, после которого все, естественно, становится, ну, только исключительно хорошо. Но все-таки это перемены, конечно, это перемены. И это очень большое беспокойство, знаете, то есть удар, можно сказать. Не говорю, будьте готовы, потому что вот такие карты описывают всегда, в этом и смысл, и подвох, описывают всегда то, к чему нельзя подготовиться. И лучше этого, и в общем, это и не делать. А восьмерка мечей описывает несвободу. И вот как она вроде бы младше вот этих, но она здесь самая худшая. Восьмерка мечей говорит о вторжении, о вмешательстве, о несвободе, о давлении на вас со стороны одного человека или группы людей, со стороны обстоятельств. И вместе мы получаем что? Вот какой прогноз на дом, на частную жизнь? Давящие обстоятельства. Давящие обстоятельства, которым ну никак не получается противиться, которые можно только лишь принимать и, ну и ждать, когда травма моральная рассосется и наступит та самая светлая жизненная полоса. В целом, ну, разные советы карты дают, да. Перемены принимать, готовиться в итоге к лучшему, от несвободы по возможности все-таки освобождаться, стараться автономию воли проявлять, то есть свои какие-то решения собственные принимать. Ну и часть страхов заранее списывайте на статистическую погрешность. Заранее будьте уверены, что страхи вы по нашей стандартной человеческой привычке сильно-сильно преувеличите. Я благодарна вам за то, что вы посмотрели мое видео. Я еще раз желаю вам исполнения всего-всего в этом апреле. И увидимся!